Привет! Поговорим сегодня об одной из самых частых педиатрических проблем – повышении температуры тела у ребенка. Коротко разберем наиболее часто встречающиеся вопросы, с которыми сталкиваются родители. Для удобства я сделал вам тайм-коды в описании. Начнем с того, что у детей несовершенная терморегуляция, и их значительно проще перегреть, чем переохладить. Это просто обязательный пункт к осознанию. На постсоветском пространстве родители, а в особенности бабушки и дедушки, очень боятся переохладить ребенка, поэтому часто лихорадящий ребенок одет в 3 слоя одежды. Доходит до маразма, что ребенок ходит дома в шапке, 2 парах носков. В действительности все с точностью да наоборот. За счет внешней температуры легко можно нагреть ребенка возрастом до 6 месяцев до 37,5-37,7 градусов. Помните, что ребенку всегда жарче, чем взрослому. Идеальная температура для ребенка 18-22 градуса. Он даже может лежать голый в такой температуре, и ничего не произойдет. Не нужно ориентироваться по собственным ощущениям. У взрослых есть температурные привычки. Кому-то комфортно в 20 градусов, а кому-то и 25 кажется прохладой. Также существует такое заблуждение, что если у ребенка холодные руки и ноги, значит он замерз. Это тоже не так. Как же определить, холодно ребенку или нет? Все очень просто. Потрогайте грудь и спину. Если они холодные, да, ваш ребенок замерз. Как правильно измерить температуру тела? Измерять температуру можно под мышкой, ректально, бесконтактно, во рту ребенка с помощью наклеек, масса вариантов. Но предпочтительнее выбрать вариант измерения под мышкой или ректально. Второй способ отлично подходит для маленьких детей, которые не в состоянии самостоятельно удерживать градусник под мышкой. Ну и наоборот, не пытайтесь вставить градусник в попу ребенку, который самостоятельно держит градусник под мышкой. При ректальном измерении температура до 37,5-37,6 считается нормой, а если мы измеряем под мышкой, до 37,2. Да-да, не стоит вызывать врача и укладывать ребенка в постель, если градусник показал 37. При этом ребенок внешне здоров и нет никаких других симптомов болезни. Самым точным, но небезопасным считается ртутный градусник. Существует его альтернатива – галистановый. Выглядит так же, но ртути внутри нет. Также достаточно точными являются электронные градусники, но обязательно после сигнала подержать его под мышкой еще 1-2 минуты. Какая же температура считается высокой для ребенка? Врачи делят повышение температуры на 2 вида. Субфебрильное – это то, что ниже 38, и фебрильное – все, что выше. Условно, все, что выше 38, мы считаем высокой температурой. И динамику выздоровления также отслеживаем по этим цифрам. Когда ребенок перестает лихорадить выше 38, значит выздоравливает. Никаких адекватных рекомендаций относительно цифры, которую нужно снижать, не существует. Американская клиника Мэйо предлагает снижать температуру выше 38,9 у детей младше 2 лет. Остальные рекомендации отталкиваются от самочувствия ребенка. Снижать также можно любые цифры. Не нужно ждать 38,5, если ребенок плохо себя чувствует. Важный вопрос. Что делать, когда у ребенка высокая температура и нет никаких других стандартных симптомов в виде кашля или насморка? В этом случае обязательно надо сдать общий анализ мочи, осмотреть ребенку уши на предмет отита и исключить пневмонию. Если все эти версии не подтвердились, это может быть вариантом течения энтеровирусной инфекции или разиолы. В таком случае через 3-5 дней высокой температуры у ребенка появится мелкая красная сыпь на коже, а температура в этот момент нормализуется. Разиола или разеола – это вирусная инфекция, которая вызывается герпесом 6 типа, и в основном ей болеют дети до 2 лет. Специфического лечения не требуется. Судороги при температуре. Все боятся судорог при повышении температуры. Да, они случаются, но случаются только у предрасположенных к этому детей. И случиться они могут у этих детей на 37,8. Цифры, на которые у всех детей могут случиться фебрильные судороги, просто не существует. Заранее узнать, предрасположен ли ваш ребенок к судорогам или нет, невозможно. Сами по себе фебрильные судороги чаще всего не опасны, проходят самостоятельно, обычно в течение 1 минуты, или максимум 5. Если вы столкнулись с фебрильными судорогами, во-первых, сохраняйте спокойствие. Фебрильные судороги обычно не опасны для жизни и не приводят к каким-то негативным долгосрочным последствиям. Положите ребенка на ровную поверхность, поверните его на бок, это особенно важно, если во время судорог началась рвота. Не удерживайте ребенка, не пытайтесь фиксировать тело и не вставляйте ничего в рот. Судороги проходят самостоятельно.
Удерживая ребенка, вы можете причинить ему травму. Что делать, когда у ребенка очень высокая температура и жаропонижающие не помогают? Бывают ситуации, когда у ребенка холодеют руки и ноги и резко повышается температура тела. Раньше это состояние называлось белая лихорадка, но современная медицина не разделяет температуру по цвету и трактует это просто как одну из стадий повышения температуры. Пока у ребенка холодные конечности, жаропонижающие помогать будут плохо. Спазм, который приводит к появлению холодных конечностей, должен пройти самостоятельно. И вот тогда жаропонижающие начнут работать нормально. До этого момента рекомендуется обтирать ребенка водой. Обтираем шею, паховые складки, подмышки, локтевые сгибы и подколенные ямки. Примерно 35-37 градусов. И не вытираем ребенка. Снижением температуры достигается за счет испарения жидкости. Если протирать или обливать ребенка холодной водой, может усилиться спазм. Не перепутайте озноб и фебрильные судороги. Озноб может сохраняться долго, при этом ребенок находится в сознании, отвечает на ваши вопросы и реагирует на взаимодействие с ним. При судорогах ребенок не реагирует на внешние раздражители. Какие же жаропонижающие средства можно использовать детям? В детской практике разрешено использовать только два препарата. Парацетамол с рождения в дозе 15 мг на килограмм и ибупрофен с 3 месяцев жизни в дозе 10 на килограмм. Нимесулит использовать нельзя, несмотря на то, что он существует в детской форме. Препарат очень токсичен для печени. Все теории относительно парацетамола о его связи с аутизмом не имеют никаких подтверждений. Чередовать жаропонижающие не нужно. Если между подъемами 6 и более часов, можете давать одно и то же жаропонижающее. Также не рекомендуется давать комбинированные препараты, где в составе есть и ибупрофен, и парацетамол, например, ибуклин. Какие же продукты следует исключить при высокой температуре у ребенка? Существует миф, что сладкие и молочные продукты поддерживают воспаление в организме, но никаких подтверждений подобным теориям просто не существует. А значит, лихорадящим детям не нужны никакие диеты. Ребенок с высокой температурой чаще дышит, сильнее потеет и теряет больше жидкости, поэтому рекомендуется пить и больше не воды, а именно жидкости, то есть абсолютно любой. Если ребенок не хочет есть, не заставляйте. Если наотрез отказывается пить, ситуация сложнее. Вплоть до риска введения жидкости внутривенно, то есть капельницы, хотя сами по себе капельницы никаким лечением не являются. Почаще предлагайте жидкость, пускай пьет хотя бы маленькими порциями, но часто. Если повышение температуры сохраняется больше 3 дней, также рекомендуется подключить специальные растворы для восполнения жидкости и солей, такие как при кишечных инфекциях. Что можно, а что нельзя ребенку с высокой температурой? Ребенку с температурой можно принимать душ. Можно даже гулять, если самочувствие позволяет это делать. Помните, что высокая температура чаще свидетельствует о заразности ребенка. В таком случае лучше избегать контактов с другими людьми. Но никаких категоричных запретов при высокой температуре не существует. Пишите в комментариях, какую тему стоит разобрать подробнее. Не забывайте про лайки и подписку. Также буду очень рад вашим вопросам в комментариях. И до новых встреч!